Всем привет! Вы просто супер! Благодарим вас за большое количество комментариев, и сегодня готовим 3 топ-блюда от подписчиков. Нас зацепил комментарий про куриное суфле с фисташками, поэтому приготовим его. Сначала обжариваем 100 грамм фисташек на сухой сковороде, постоянно помешивая в течение 6-7 минут. Затем заливаем их кипятком и оставляем на 2-3 минуты. Слив воду, очищаем орехи от кожицы. Приятнее всего это делать перед телевизором. Далее 800 грамм куриного филе пропускаем через мясорубку. Отделяем 2 желтка и кладем в фарш. Добавляем 6 столовых ложек муки, 1 столовую ложку сливочного масла комнатной температуры, щепотку душистого перца, соль, полстакана молока и все соединяем. В прямоугольной форме выстилаем полоски бекона немного внахлёст. На бекон выкладываем 1/3 часть фарша, выравниваем и посыпаем немного фисташек. Таких слоев делаем 3 и накрываем полосками бекона. Форму затягиваем фольгой и готовим 50 минут при температуре 180 градусов. Немного остудив, кладем небольшую досточку, придавливаем гнетом и остужаем в течение нескольких часов. После этого снимаем груз и переворачиваем форму. Нарезаем на кусочки 1 см. Мы даже не ожидали, насколько красивым и вкусным получится этот рецепт. Это действительно достойное блюдо для вашего праздничного стола. Нежное, сочное куриное суфле с фисташками и с приятным привкусом подкопченного бекона. Это очень нежная закуска, которая хороша и в теплом, и в холодном варианте. И еще один удачный рецепт от подписчицы Ольги – нутрия по-средиземноморски. Мы купили 5-килограммовую нутрию, делим тушку на куски, солим их и перчим. Затем в сковородке растапливаем обрезанный жир с нутрии и уже на нем обжариваем мясо. У нутрии приятный сладковато-молочный аромат. Переложив мясо в другую посуду, обжариваем лук 2 штуки. После этого возвращаем нутрию на сковородку, поливаем коньяком и поджигаем. Зачем мы это делаем? В этом случае меняется вкус мяса, так как за несколько секунд коньяк успевает передать блюду свой букет вкусов и ароматов. Далее перекладываем нутрию и лук в чугунок, а в сковородку выливаем стакан красного вина и 200 мл бульона. Туда же петрушку, 50 грамм грецких орехов и 4 зубчика дробленого чеснока. Этим соусом заливаем мясо, накрываем крышкой и отправляем в холодную духовку. Тушим 1,5-2 часа при температуре 200 градусов. Готовая нутрия напоминает по вкусу зайца и имеет румяную корочку с тонким фруктовым ароматом за счет фламбирования. Главное новогоднее блюдо для вас – это оливье. Приготовим его в стиле люсьена оливье, но в более современной версии. Итак, вместо рябчиков берем 3 перепелки и отвариваем их на среднем огне 20 или 30 минут. В том же бульоне варим очищенный картофель так, чтобы он хорошо протыкался зубочисткой, но не рассыпался. По старинным рецептам для оливье необходимо готовить много часов ланспик. Это вываренный мясной бульон. Но если вам лень, то вместо него сделайте желе из зеленого огурца и сельдерея или из шпината и огурца. Последний вариант для меня более вкусный. Итак, кладем 1 чайную ложку агар-агара в 200 мл свежевыжатого сока и практически доводим до кипения. Теперь все процеживаем и переливаем в прямоугольную форму. Остывший сок отправляем в холодильник.
Далее кладем перепелиные яйца комнатной температуры в кипящую воду. Еще раз доводим до кипения и сразу снимаем с огня. Оставляем под крышкой 15 минут, а затем охлаждаем их в холодной воде со льдом 10 минут. А в это время открываем домашние маринованные огурцы и нарезаем кубиком. Еще нам потребуются каперсы. Далее очищаем яйца прямо в холодной воде. В этом случае скорлупа легко удаляется. После этого отвариваем раков в сильно соленой воде вместе с душистым перцем, лавровым листом и укропом. В зависимости от размера варим 10 или 15 минут. Когда снимите с огня, оставьте их еще на 10 минут и после ополосните в холодной воде. Немного ранее мы взяли замороженный зеленый горошек и забланшировали его в горячей соленой воде, а уже после этого окунули в воду со льдом. Если у вас на горошке отслаивается кожица, то обязательно снимите ее. Следующим этапом делаем идеальную заправку для оливье. Добавляем в стакан блендера 2 желтка, 1 чайную ложку горчицы и растираем массу на высокой скорости. Затем, постоянно взбивая, тонкой струйкой вливаем 250 мл растительного масла. Мы взяли 2/3 части подсолнечного масла без запаха и 1/3 оливкового. А теперь внимательно, когда 3/4 масла сольется желтком, добавляем сок половины лимона и затем оставшееся масло. Несколько капель табаско, немного кисло-сладкого соуса, соль и 1 зубчик чеснока придадут заправке острую и пикантную ноту. Если у вас соус получается слишком густым, то добавьте в него 1-2 столовые ложки горячей воды. Не разламывая панцири, отделяем хвосты от туловища и вынимаем мясо. Мелко нарезаем раковое мясо, а панцири оставляем для украшения. Итак, полный состав нашего оливье для 4 человек. 3 клубня картофеля, грудки 3 перепелок, 3-4 столовые ложки зеленого горошка, 3 небольших маринованных огурчика, 2 чайных ложки каперсов, 1 крупное моченое яблоко, 5 раковых шеек, 6 маслин и заправляем все майонезом с пикантной острой ноткой. Для подачи оливье на дно посуды кладем листья айсберга и выкладываем салат. Украшаем раками, яйцами, кольцами черных оливок, горошком, курчавым салатом фризе и красной икрой. Разрезаем зеленое желе и несколько кусочков кладем на оливье. Как вам такой вариант? Представляете, какие будут лица близких людей, когда вы поставите этот эффектный салат на праздничный стол? Богатый кисло-сладкий вкус оливье с легкой острой ноткой сильно отличается от рецепта, который мы все знаем с детства. Мы рекомендуем этот шикарный вариант оливье с единственным «но». Зеленое бодрящее желе делайте из огурцов и шпината или вообще пропустите этот момент. Пишите в комментариях, какое блюдо из 3 вам приглянулось. А на следующей неделе мы планируем приготовить 3 блюда из разных стран мира. И уже в Новом годе вас ждет баттл между отцом и сыном, Андреем и Ваней. Многие его знают по каналу Ванзай. Подписывайтесь, чтобы не пропустить это кулинарное соревнование. А на сегодня все. Приятного аппетита и до вкусных встреч. Всем пока!